Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня поговорим о подготовке Финляндии к войне. Да, вы не ослышались. О подготовке к войне. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В далеком 2007 году тогдашний министр обороны Финляндии Юрий Häkämies в своей речи в Центре стратегических и международных исследований США заявил: на сегодняшний день существует 3 главных вызова для обороны Финляндии. Это Россия, Россия и еще раз Россия. Тогда речь вызвала большой скандал в Финляндии. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» Президент Тарja Halonen и тогдашний премьер-министр Мatti Vanhanen сочли его речь излишне провокационной. Министр иностранных дел Илкка Kanerva посчитал заявление о России неудачным, а бывший министр иностранных дел Erkki Tuomioja осудил Юрия Häkämies за искажение принципов внешней политики и политики безопасности Финляндии. Тем временем международное сообщество сочло, что финский министр обороны просто дал реальную оценку ситуации. Спустя годы прогнозы Häkämies полностью оправдались. Россия увеличила военный бюджет, усилила военную мощь, участвовала в конфликтах с соседними странами, аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Украине. Финляндия готовится к войне, которая может продлиться годы. Правительство Финляндии опубликовало в декабре доклад об обороне, в котором отражено новое время. Нужно быть готовыми к широкомасштабной войне и к тому, что Финляндии, возможно, придется изо всех сил обороняться. Это первый доклад с начала полномасштабной войны России против Украины, начатой в 2022 году, и после вступления Финляндии в НАТО. Изменения ситуации отчетливо видны. Согласно докладу, Финляндия должна обладать постоянной способностью противостоять широкомасштабному влиянию, длительному военному давлению, а также должна быть готовой к многолетним крупномасштабным боевым действиям как собственными силами, так и в составе НАТО. По сравнению с предыдущим докладом, опубликованным в 2021 году, упоминания о войне стали более частыми. Тогда слово «война» встречалось лишь дважды. Теперь количество упоминаний о войне возросло более чем в 10 раз. И значительно чаще говорится о ведении боевых действий. В докладе 2021 года говорилось, что, несмотря на рост международной напряженности, непосредственная военная опасность Финляндии не угрожает. Такой формулировки больше нет. Хотя непосредственные военные угрозы, похоже, по-прежнему не видят. В докладе подчеркивается непредсказуемость международной обстановки и что ситуация может быстро измениться. Также прямо говорится, что самая серьезная угроза для финского общества – это война. И особенно подчеркивается важность обороноспособности, учитывая стратегически важное расположение Финляндии на внешней границе ЕС и НАТО, а также между Балтийским морем и Арктикой. У Финляндии сложное расположение, особенно в условиях возросшей конфронтации между Россией и Западом, которая проявляется в различных формах. Доклад об обороне вышел в период, когда ЕС и НАТО активно обсуждают необходимость увеличения оборонных расходов. Изменившаяся ситуация в области безопасности и новые оборонные планы НАТО требуют большего количества войск и вооружений, а также сложных логистических решений. С 2022 года мир быстро движется к модели противостояния, напоминающей годы холодной войны. Напряжение усиливается неопределенностью, как поведут себя Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа.
Они могут снизить свою вовлеченность в европейскую оборону. Ожидается, что Трамп вновь потребует от Европы большего вклада в собственную безопасность. Финляндии скоро придется решать, сколько средств потребует новая эпоха и где эти средства взять. Оборонные расходы могут увеличиться с нынешних 2% ВВП до, например, 2,5% или даже 3%. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, если оборонный бюджет будет увеличен до 3%, это может означать почти 2-миллиардное ежегодное увеличение расходов по сравнению с ранее оцененным уровнем. Это настолько серьезный вызов для Финляндии в текущей экономической ситуации, что мы должны быть реалистами. Безопасность на первом месте. Главным обещанием правительства Орпо было замедление роста госдолга. Однако, согласно последнему прогнозу Минфина, рост госдолга будет продолжаться и в ближайшие годы. При этом дальнейшие сокращения становятся политически сложными для правящих партий, поскольку правительство уже и налоги подняло, и социалку урезало. В докладе говорится, что оборонный бюджет необходимо поддерживать как минимум на уровне, одобренном НАТО. Но пока не уточняется, какой именно уровень считается обязательным. Увеличение расходов на оборону станет серьезным вызовом для Финляндии, чей бюджет и так в большом дефиците. Решение о финансировании принимается всегда в рамках отдельных процессов. В докладе представлен длинный список будущих закупок, особенно для сухопутных войск. На них тоже потребуется выделение средств. С вступлением Финляндии в НАТО меняется система обороны страны. Как член Альянса, Финляндия теперь опирается на сильную национальную обороноспособность, которая основывается на обязательной военной службе и является частью системы сдерживания и обороны НАТО. В докладе говорится, что в будущем финские военные будут участвовать в операциях НАТО. Помимо профессиональных военных могут быть задействованы и военнообязанные по призыву. Согласно докладу, участие в международных миссиях за пределами Финляндии будет при необходимости обязательным для профессиональных военных. Также предполагается гибкое использование призывников с достаточной подготовкой в странах НАТО для защиты Финляндии. Но для военных операций за границей по-прежнему в первую очередь будут привлекаться профессиональные военные и резервисты. Однако для участия в миссиях НАТО недостаточно текущего воинского состава Финляндии. Новая доктрина безопасности требует наращивания ресурсов как внутри страны, так и за ее пределами. Вызывает беспокойство, сможет ли Финляндия отправить в НАТО запланированных 100 офицеров в ближайшие годы и откуда их вывести. За 2 избирательных срока число профессиональных военных будет увеличено на 1500 человек, помимо уже запланированных 500. В так называемое мирное время в операциях НАТО будут участвовать ВВС и ВМС Финляндии. Участие сухопутных войск будет рассмотрено позже. Кроме того, в докладе указано, что Финляндия готовится к участию в действиях нового оперативного подразделения быстрого реагирования НАТО. По решению Совета НАТО это подразделение в короткие сроки может быть готово к выполнению любых задач Альянса. Остается только добавить с прискорбием, что на оборону средств будет уходить все больше, а населению придется затягивать пояса. В отличие от Путина, сотоварищи, нам движ не нужен, и воевать мы не хотим. Но, желая мира, готовься к войне. Соберите тревожные чемоданчики, запаситесь теплой одеждой, харчами и водой, чтобы могли продержаться автономно в течение 72 часов, 3 суток, без электричества, отопления, воды и пищи. На сайте suomi.fi опубликованы официальные инструкции населению, как действовать в случае чрезвычайных обстоятельств. Смотрите, ссылка в описании. Посмотрим инструкции на случай войны.
Если на Финляндию будет совершено вооруженное нападение, в стране будет введено чрезвычайное положение. Начнут действовать чрезвычайные законы об обороне, которые дают властям широкие полномочия для обеспечения безопасности. Ответ на вооруженное нападение будет дан под руководством сил обороны в соответствии с требованиями ситуации. Гражданам будет предоставляться информация в зависимости от возможностей, потому что в критической ситуации часть информации будет тайной, чтобы не поставить под угрозу безопасность и эффективность ответных мер. В условиях конфликта все должны следовать указаниям властей. Что делать? Укройтесь в первую очередь в помещении. Если будет указание властей, то переходите в убежище. Напомню, что в Финляндии в 2022 году было около 50 500 убежищ, рассчитанных примерно на 4,8 миллиона мест. Убежища обеспечивают защиту от взрывов, осколков, обрушения зданий, ударных волн, а также от радиации и опасных для здоровья веществ. Практически в каждой многоэтажке, построенной после 2003 года, есть убежище. Следим за публикациями властей и держим радио постоянно включенным. Необходимость бежать в укрытие может возникнуть быстро, поэтому держим тревожный чемоданчик наготове. Времени на поиск нужных вещей не будет. С собой в убежище нужно взять еду и питьевую воду на 2-3 суток, 72 часа, столовые приборы и консервный нож, удобную теплую одежду, туристический коврик, одеяло или спальный мешок, подушку, личные гигиенические и моющие средства, фонарик, батарейки, бумажные полотенца, пластиковые пакеты, что-нибудь для развлечения, книги, журналы, игры, игрушки для детей. Не забудьте лекарства для себя и близких. Тревожное получилось видео, но какие времена, такие и видео. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!